Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на вопросы о жизни после смерти, мини-влоги о моей жизни и даже приятное и позитивное общение в чате вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Сегодня мы подробно разберем некоторые события, происходящие после смерти, и уверенно разобьем невежественное опровержение жизни после смерти, при помощи которого разнообразные скептики и неверующие убеждают живущих, что оно якобы начисто доказывает, что никакого загробного потустороннего мира нет, а жизнь любого существа завершается со смертью его биологического тела. И убедимся, что на самом деле все это неправда, и даже более того, в очередной раз на этом примере увидим убедительные доказательства обратного. Начнем. Ранее в других видео и наших книгах цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю» мы уже разбирали тему околосмертных переживаний, или сокращенно ОСП, как комплекса трансцендентных явлений, в данное время наиболее убедительно доказывающего выживание любой личности после гибели ее физического тела. Околосмертный опыт на текущий момент довольно хорошо изучен множеством уважаемых ученых и врачей. По нему сделаны определенные выводы, базирующиеся на строгих исследованиях, статистически достоверных данных, экспериментах и проверках. Ссылки на источники таких исследований и качественную литературу уважаемых в мировом масштабе авторитетных авторов предложены всем интересующимся здесь, на этом канале, во вкладке «Сообщество», в нашем телеграм-канале и в любой нашей книге. Исследования продолжаются, но уже несколько десятков лет как убедительно установлено, что ОСП – это общечеловеческий опыт, совпадающий в целом и разнящийся в мелочах, подтверждающий, что после смерти тело, дух, которым любой человек является на самом деле, покидает это тело, и его жизнь продолжается. Цитируя самого известного исследователя ОСП, доктора Реймонда Муди, это выглядит так. Человек умирает. В тот момент, когда его физические страдания достигают предела, он слышит, как врач признает его мертвым. Он слышит какой-то звон и в то же время чувствует, что движется с большой скоростью сквозь длинный черный туннель. После этого он внезапно обнаруживает себя вне своего физического тела. К нему приходят души других людей, чтобы встретить его и помочь ему. Он видит души умерших родственников и друзей, и перед ним появляется некое светящееся существо, от которого исходит такая любовь и душевная теплота, которую он никогда в жизни не встречал. Конец цитаты. Одним из самых древних, нелепых, но каким-то невероятным при всем объеме доступной ныне информации все еще живущих в сознании скептиков опровержений факта продолжения жизни человека после смерти его временного биологического тела является утверждение, что видения тех, кто испытал околосмертные переживания, разнятся по личности встреченного за гранью земного мира Бога, или того самого светящегося существа, о котором говорит доктор Муди и другие исследователи. Одни во время клинической смерти встречают Иисуса, другие Будду, третьи Аллаха, четвертые Кришну и так далее. То есть, полагают скептики, околосмертные переживания зависят от вероисповедания человека, а значит происходят исключительно в его мозгу и являются галлюцинациями, привязанными к его личности, а вовсе нереальными событиями путешествия на тот свет. Никакой жизни после смерти нет, шах и мат вам те, кто в нее верит. Точка, вопрос закрыт. На самом деле это не так.
Многочисленными масштабными научными и медицинскими исследованиями, оригинальными и повторными, множеством экспериментов, проверок, сбором и анализом статистических данных уже неоднократно подтверждено, что ОСП не зависят ни от веры, ни от неверия. Как не зависят они и от пола, происхождения, цвета кожи, политических и религиозных взглядов, ориентации, кулинарных предпочтений, места проживания и каких-либо других различий между людьми. Это общечеловеческий опыт, в котором умирающие люди на протяжении тысячелетий во всех местах планеты, от самого крупного мегаполиса до крохотной деревеньки африканских туземцев, видят по сути одно и то же, что и является главным доказательством нематериальной природы ОСП и фактом, указывающим на продолжение жизни после жизни. Стоит упомянуть, что также существует распространенное заблуждение, которым любят оперировать воинственные скептики, что ОСП проходят лишь единицы, якобы всего-навсего 1 или 2% от всех, кто оказывается в состоянии клинической смерти, и потому это ничего не доказывает. Это тоже неправда. Самые свежие исследования показывают, что число носителей ОСП составляет чуть больше 20%. А если подумать, станет понятно, что фактическое число гораздо больше этой официальной цифры. Ведь, разумеется, многие предпочитают умалчивать о своем чудесном, но непонятном для других загробном опыте, рассказы о котором окружающие могут счесть сумасшествием и поводом для отправки к врачу, увольнению с работы и в целом к записи в чокнутые до конца жизни. Помимо этого, если пользоваться здоровой логикой, важно помнить, что, собственно, чтобы выступать доказательством существования чего-то за пределами земной жизни, ОСП и не обязана сопутствовать абсолютно всем людям на планете. Например, почти половина людей в мире не видит снов, а абсолютное большинство тех, кто сны видит, забывает их уже через минуту после пробуждения. Но никто же не опровергает само существование так называемых сновидений при помощи этих фактов. Точно так же все обстоит и с ОСП. А вообще достаточно было бы и 1% носителей такого опыта, чтобы точно убедиться, что жизнь не завершается со смертью тела. Как известно, чтобы доказать, что не все вороны черные, достаточно встретить всего лишь одну белую. Но так уж вышло, что в реальности таких белых ворон-носителей ОСП гораздо, значительно больше. Столько, что это устраняет любые сомнения в обязательном продолжении жизни за гробом, если человек пользуется хотя бы одной извилиной мозга, а не находится в плену собственных заблуждений, страхов и желаний доказать свое невежество другим любой ценой. Итак, когда кто-либо оказывается при смерти, испытывает состояние клинической смерти или же ощущение неминуемой смерти, зачастую такой человек покидает свое тело, проходит через темный туннель, обнаруживает себя в другом, более совершенном и менее плотном так называемом духовном теле, видит разворачивающиеся события со стороны, попытки врачей спасти его, своих рыдающих живущих родственников, испытывает чувство невероятной эйфории и умиротворения, путешествует в пространстве посредством мысленного усилия со скоростью выше скорости света, встречает ранее умерших родных и любимых, а также могущественное светящееся существо, извергающее из себя любовь, понимание и принятие. Это существо показывает умирающему ретроспективный, многомерный фильм о его прошедшей жизни и задает вопросы о том, как он ее оценивает. Разбирает с ним те или иные ключевые эпизоды жизни и дает рекомендации на будущее. Этот разбор проходит в очень дружелюбной, располагающей атмосфере. Существо света не ругает и не критикует умершего, не наказывает его. Зачастую даже наоборот, юморит и прикалывается,
показывая, что нет ничего неисправимого, и перешедший порог смерти тела дух в любом случае любим, принимаем и прощен сразу за все поступки, которые только мог совершить или планировал. Нет никакого страшного суда и строгих судей, отправок в ад и угроз уничтожения души за допущенные ей за время воплощения ошибки. Человек сам осознает истинную суть всех совершенных им поступков, добрых и злых, и их влияние на других, выступает для себя самого самым строгим судьей, присяжным и свидетелем одновременно, принимает ошибки, вырабатывает понимание, как не допустить их в будущем, выносит себе приговор, после чего отправляется на постоянное место жительства в один из потусторонних миров, по условиям пребывания там более или менее прекрасный, более или менее средний или же более или менее неблагополучный, в зависимости от соответствия уровня развития его души будущему окружению, от соответствия его внутреннего мира внешней реальности. Именно эта реальность, которая соответствует внутреннему миру умершего, и будет для него его постоянным местом жительства в ближайшее время, до тех пор, пока он сам не возжелает каких-либо перемен к лучшему или худшему и не приступит к их реализации. Если рассматривать все отчеты об ОСП в разных исследованиях на протяжении более чем 50 лет, отчетливо выявляется, что прошедшие через них, рассказывая о своей встрече с Богом и называя его по имени, Иисусом, Аллахом или Буддой, лишь интерпретируют увиденное согласно привычному образу мыслей и вероисповеданию. Существо света, являющееся умирающим или находящимся на грани смерти, никогда не называет себя. За него это делают те, кто с ним встретился. А его описание в подавляющем большинстве случаев одно и то же. Это либо разумное облако света, либо обычный человек в обычной одежде, от которого веет бесконечной любовью и великой силой. Сейчас будьте очень внимательны, друзья. Это означает, что все испытавшие ОСП с явлением существа света на самом деле видят одно и то же, но интерпретируют это удивительное существо согласно своим, укоренившимся на протяжении жизни представлениям. Для одного верующего в Бога человека это Иисус, для другого Будда, для третьего Кришна. Для атеиста это просто добрый человек в джинсах, великолепное и могущественное существо света или разумное облако энергии. Чтобы было понятнее, представьте, что вы оказались в огромном магазине электроники, среди компьютеров, смартфонов и планшетов, и растерялись от обилия предложения. Вдруг к вам, улыбаясь, подходит человек с бейджиком на рубашке и предлагает вам помочь. Вы определенно решите, что это продавец, но на самом деле это может быть кто угодно с доброй душой, увидевший, что вы нуждаетесь в помощи и решивший ее вам предложить. А далее вполне может выясниться, что бейджик его, если приглядеться, содержит информацию о принадлежности его к совсем другому магазину. Люди, находящиеся на пороге смерти, интерпретируют то, что они увидели, точно по такой же модели. Видя чудесное существо света за гранью земного мира, большинство решает, что это Бог. Некоторые исследователи и прошедшие через ОСП считают являющееся существо света ангелом-хранителем, духовным наставником человека, который сопровождал его на протяжении всей жизни и ожидаемо встречает после ее завершения, чтобы проанализировать прожитое и в зависимости от результатов анализа сопроводить далее, помочь и защитить от возможных побочных эффектов перехода. Я тоже больше склоняюсь именно к такому объяснению, поскольку оно самое логичное. А то, что является самым логичным, как правило, и представляет собой истину. Еще больше веса нематериальной гипотезе природы ОСП и опровержению невежественных объяснений скептиков прибавляет то, что порой представители одного вероисповедания интерпретируют встретившееся им по ту сторону существо как бога другой религии.
Индусы вдруг могут заговорить об Иисусе, мусульмане о Кришне, а буддисты об Аллахе. И в абсолютном большинстве случаев все они говорят об одном и том же – о невероятном существе света, от которого исходят потоки всеобъемлющей, безусловной любви, принятия и добра. С другой стороны, вполне может быть так, что Иисус действительно является некоторым переходящим порог душам. А почему нет? Иисус – это действительно живший, творивший чудеса человек, исповедовавший безусловную любовь, учивший людей любить и прощать друг друга, объединяться и вместе преодолевать различные трудности и испытания. Человек, умерший на кресте и перешедший в тот мир через воскрешение, которое предстоит всем нам. Ведь, во-первых, никто не мешает Иисусу и на том свете помогать людям. Во-вторых, никто не говорил, что Иисус обладает каким-то эксклюзивным правом на продолжение жизни после смерти. Наоборот, если внимательно читать Библию, выяснится, что Он сам же и утверждал: воскрешение ждет каждого человека, в доме нашего Отца много обителей, и что Он идет приготовить нам место там, чтобы взять всех нас с собой, подтверждая и доказывая таким образом непреложный факт продолжения жизни после жизни для всех. На сегодня это все, дорогие друзья. Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации и приятное общение с единомышленниками продолжаются постоянно, круглосуточно, без обеда и выходных. Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.